Добрый день всем! В этом видео хочу рассказать про то, нужно ли или не нужно покупать колпаки на колеса. Скажем так, это делается в большей степени для красоты, чтобы как-то там меньше было видно всего вот этого вот железного. Если у вас, допустим, обычные железные диски, то на них обычно вешают колпаки. Если это у вас легкосплавные, понятно, на них ничего вешать не надо, они так симпатично выглядят и все хорошо. Но я вам так скажу. После того, как я попользовался колпаками где-то в течение года-полтора, я решил от них отказаться. Во-первых, это очень такая вещь проблемная, что, во-первых, не всегда есть доступ у вас, допустим, внутри к этому железу. Нельзя его нормально помыть. Если на мойку приезжаешь, нужно колпак отстегивать, а зачастую мы его привязываем еще какими-то там стяжками. То есть это надо стяжки еще запасные с собой таскать, чтобы, допустим, отснять, потом опять одеть и тому подобное. Зачастую мы их не снимаем и просто-напросто приезжаем на мойку, моем колесо вместе с этими колпаками. А в итоге тут внутри грязь скапливается и нет возможности помыть, допустим, те же самые через эти отверстия. Вы же можете даже струей помыть там дисковые тормоза. Да и при том должны проветриваться дисковые тормоза, когда машина едет. Когда вы закрыли колпаком, то есть не происходит этой вентиляции. И на дисковые тормоза может там налепиться все что угодно. Поэтому с этой стороны я отказался от этой идеи вешать эти колпаки. Во-первых, неудобно, даже когда будете где-то прокладывать колесо на дороге, снимать колесо, опять же колпак нужно отстегивать. Снимать эти стяжки с него, чтобы... А стяжки для чего? Потому что если вдруг вы ударитесь в каком-нибудь там какой-то бордюр или камень или еще что-то, произойдет деформация небольшая обода, и колпак, естественно, в этот момент просто отлетает. Он держится за край обода. Как вариант могу предложить вот вам вот такой вот колпачок. Самый идеальный вариант. Почему? Объясняю. Во-первых, он закрывает только сами вот эти вот болты. Как мы считаем, что они некрасивые, там бывают полуржавые. Обычно на железных дисках оно так и есть. Там красивые болты обычно вешают на этих самых, на легкосплавных дисках уже. Здесь обычные болты, такие вот они уже не очень-то симпатичные. Поэтому такой колпачок закрывает эту некрасивость этих болтов. Нет закрытия всего диска. Диск вентилируемый, постоянно проветривается. Можно помыть нормально его, подъехать на какую-то там на мойку, нормально помыть. Даже диски там промоются. Имеются вот эти тормозные диски. И все нормально. В случае от того, чтобы просто открутить ее колесо, поменять, то они легко отстегиваются. Вот такой вот колпачок. Они, во-первых, никогда не слетят, потому что внутренняя часть колеса, она редко когда деформируется, в основном только края. Поэтому колпаки, они и слетают. Здесь оно никогда не слетит. И еще у нее такая есть особенность интересная этих колпачков. Когда мы их надеваем, то получается вот эти болты, если даже мы там где-то плохо их как-то зажали, у них нет возможности раскручиваться под этими колпачками. Потому что сами колпачки, тут есть застежки такие, крепко схватываются вот эти вот болты, они на них надеваются. И они уже не могут там под силой там инерции или там какой-то вибрации как-то раскручиваться. То есть они сюда вот засели, и они уже тут никуда крутиться не будут. То есть очень удобная вещь в плане того, чтобы не потерять колесо на дороге. А когда мы вешаем колпак, то мы не можем проконтролировать, в каком состоянии у нас эти болты. Мы их просто не видим. Можем доездить до такой степени, что ездили, а у вас там постепенно начал откручиваться, допустим, этот болтик один. Потом второй от вибрации началось. Потом дальше. И так колесо можно и потерять. А мы же не видим. Колпак висит, думаем, все хорошо. А там что-то происходит.
Вот. А вот такой колпачок, он просто не даст возможности раскрутиться этим болтам. Потому что вот он плотно насаживается, защелкивается, и он уже никуда не денется. Вот. Ну и как совет, лучше всего закручивать болты не просто ключом каким-то там, потому что мы можем либо пережать, либо не дожать. А лучше закручивать динамометрическим ключом. Зачастую у всех практически одинаковое усилие. На легковых машинах это где-то 120 ньютон-метр. Если вы ключом затянули, вот такой примерно ключ. Вот он. Они бывают больше, меньше. Тут выставляется шкала. Ньютон-метр ставится. Затягивается под этим усилием 120 ньютон-метр. Вот. И вам не надо уже беспокоиться про то, что это колесо может раскрутиться. И когда вы будете менять колесо сами, то очень легко будете его откручивать. Не надо там прыгать на нем, откручивать. То есть не будет происходить деформация самих болтов при определенном усилии закручивания. Поэтому рекомендую приобрести это все-таки ключ, чтобы не было такой опасности, чтобы потерять там болт, потерять колесо и тому подобное. Вот. Так что вот такие вот у меня вам совет. Не знаю кому как, но мне больше всего подошел вот такой вариант. И теперь я свободно могу и помыть колесо, и контролировать свои болты, которые тут у меня закручены. И знаю, что они все на месте, ничего плохого не происходит. И всегда можно помыть дисковые тормоза через это вот отверстие. Ну, когда на мойке. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.